Всем привет, с вами Андрей Паровар, и сегодняшний выпуск, он особенный. У меня уже рот не открывается. Я нахожусь в самой холодной точке планеты Аймикон. Минимально зафиксированная температура в северном полушарии минус 71,2 градуса по Цельсию. Но насколько я знаю, этот температурный рекорд был здесь уже побит. В этом выпуске я хотел бы не только популяризировать русскую баню, но и привлечь внимание к красотам нашей необъятной родине и конкретно к данному региону Якутия. Здесь очень красиво, здесь очень мощно, сильно. И я вам рекомендую здесь обязательно побывать. Эта уникальная территория считается территорией вечной мерзлоты. Летом здесь бывают температуры до плюс 30-35 градусов, но ночью также могут быть заморозки и даже выпасть снег. А в некоторых местах лед не тает даже и летом. Я планирую построить чум, венгский чум, в котором попариться, ну и в идеале, конечно, выйти и окунуться в какую-нибудь прорубь, речку, либо какой-нибудь замерзающий ручей. Если получится, то мне хотелось бы сделать это с кем-нибудь из местных жителей. Говорят то, что здесь есть незамерзающие источники, и в идеале, конечно, я хотел бы построить баню-чум в незамерзающем источнике и окунуться в него. Вот мы и прибыли на место, на этом шикарном вездеходе, который пролез в непролазные дебри. Такой вот у нас шикарный вид. И сейчас мы попробуем поставить баню-чум и в ней попариться. Температура минус 56 градусов. Ожидается еще небольшое снижение. И для того, чтобы мне поставить баню-чум, я пригласил местных жителей, которые передавали эстафету из рук в руки. Это уже шестые ребята, которые согласились в итоге помочь. Первый человек передал другому, второй третьему, четвертый пятому, пятый шестому. И вот, значит, эти ребята взяли своего младшего брата и сказали, что купаться и париться будет младший брат. У младшего брата уже ни брата, ни сестры не оказалось, и поэтому, видимо, он будет участвовать у нас в съемках и в испытаниях русской бани. Пойдемте с ним познакомимся. Это как раз тот самый счастливчик, который будет париться и купаться. Ты, говорят, что паришься и купаешься каждый месяц зимой, да? Ну, бывает так. Бывает. Да. Ну вот, сегодня мы посмотрим, на что способны якутские мужики. Это Адам. Вот мы сегодня с Адамом будем проводить этот эксперимент. А это те самые ребята, которые забрали Адама, чтобы он купался. Сначала они сказали, что они будут купаться. Сначала сказал, что он будет купаться, потом он сказал, что он будет купаться, но он сказал, что будет купаться Адам. Вы любите русскую баню? Конечно, конечно. Вот сегодня мы все и посмотрим, как ребята любят русскую баню. Что вы делаете? Прорубь? Вот здесь вот мы планируем купаться сегодня. Что там, какая глубина? О, ну нормально, хватит нам, да? Ну что же, выбираем место и сейчас начнем наше буйное действие. Поехали. В моей изначальной концепции я планировал найти стада оленей и оленеводов, которые я и хотел попарить.
Но так как они ушли далеко на север и до них несколько дней хода, я решил сделать баню на незамерзающем источнике, на незамерзающем ручье. Но так как температуры сверхнизкие и этот незамерзающий ручей, он замерз. Вот мы видим только здесь вот последнее оставшееся пятно. Поэтому было принято решение, что мы сделаем прорубь и поставим нашу баню Чум рядом с прорубью. Чум будем ставить здесь. Сейчас я нарубил опорные ветки. Сделаем его порядка 2 метров высотой и около 2 метров в диаметре. Сейчас я жерди освобожу от веток, разожгу из них небольшой костерчик, потому что очень сильно холодно. Расчерчу круг, чтобы понимать, на какое расстояние ставить. И начну делать из 3 опорных жердей нашу основу конструкции. Закончили приготовление жердей. У нас получилось их 14 штук. Много это или мало, мы узнаем чуть позже. Мороз крепчает и становится все холоднее и холоднее. Но мы не сдаемся. У нас все впереди. Мы должны нагреться как следует, попариться и искупаться. Потому что ребята очень хотят купаться. Очень хотят купаться. Сейчас мы связываем 3 первые опорные жерди, которые у нас будут служить нашим основанием. А потом уже сверху на них мы будем укладывать остальные жерди, таким образом укрепляя конструкцию и делая каркас. У меня уже рот не открывается. Сосулечки, сосули, сосулечки. Поставили каркас и сделали высоту нашего чуму не очень высокую, для того, чтобы нам удобно было обкладывать шкурами. И сейчас мы будем уже добавлять жерди и делать опорную конструкцию, которую мы уже потом обложим шкурами. Итак, что мы имеем? Мы имеем сооружение, похожее на чум. В процессе строительства стало понятно, что мы не сможем сделать идеально, не испортив шкуры, не дырявя их, сделать так, чтобы не было щелей. Ну а понятно, что пар через любую щель будет выходить. Поэтому было принято решение взять пленку и внутри посадить пленку на степлер. Таким образом, чтобы у нас был каркас из пленки, который будет именно удерживать пар, а сами шкуры будут удерживать тепло. Значит, изначально я планировал то, что нам хватит 10 шкур северных оленей, но получилось то, что нам не хватило и 25 шкур. То есть здесь нам нужно еще примерно 4-5 шкур для того, чтобы закрыть вход. Поэтому едем за пленкой. Прикрепляем ее на степлер, ставим печку, пенофол кладем на пол, ну и еще несколько шкур застелим на пол для красоты, комфорта и удобства. Провели такую работу над ошибками. Если будете строить что-то подобное, обязательно это учитывайте. Пока мы строили наш чум, прорубь уже замерзла, поэтому надо будет дырявить ее заново. Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним и отчаянно ворвемся в эту снежную зарю. Фу! Чё? Это уже все, начинают мозги течь на морозе и хочется немножечко согреться. Надо попить чайку. Я приехал к дяде одного из своих помощников. Он
заслуженный оленевод и коневод. Он пригласил нас в гости. Сейчас мы с ним познакомимся, попьем чайку, и он нам расскажет, как где живут местные люди. А тут как бы у вас что, хорошо, колоритно, очень красиво, холодно. Я спросил про лошадей, я говорю, то, что они когда-то, получается, были дикими, да, то есть кто-то их поймал же, да? Ага. И начали уже вот это, да, их скрещать. То есть в основном лошади для того, чтобы их есть. То есть это как корову, да, у нас держат, а здесь получается лошадей. Корову здесь, наверное, просто не выживут, потому что очень холодно, да? Здесь корова есть? А, есть, да, тоже корова? Тоже Тоже? коровы есть? Да. Ага. В деревне. Коровы есть, олени есть. Ага. А зачем тогда лошадей держат? Почему именно лошади? Проще в содержании или что? Нет, как? Поколение до поколения. Поколение останется тут. А, и все, да? А зимой они вот, получается, сами, да, как бы ходят? Сами куча вот это рабочих и вот эти молодняки, только помню, остальные сами. Ага. А они как, уходят и приходят или... Не, вот они на зимнее место ушли и все. И там находятся. И там находятся. Да, я говорю, и там они находятся, ушли. И Там они, находятся. вот мы туда идем и обратно, вот 60 градусов, да, 60 градусов на верхов. Ага. Идем на 60 километров. А, понятно, понял. Туда и обратно 60-80 бывает Ага. даже. Как вам вообще тут живется? Вы, ну, счастливо живете или трудно все-таки здесь жить? Счастливо, конечно. Счастливо, да? Конечно, мы родные. Ага. Ну, у вас здесь здорово то, что осталась еще вот эта вот самобытность того, что города разрушают. Вы вот еще живете природой, землей, вот этим всем. Потому что, ну, те люди, которые живут в городе, они уже этого не понимают. И чем больше они отрываются от земли, тем как бы они становятся, ну, как мне кажется, духовность уходит из них. Духовность. Другие Да не, становятся. не знаю, вот это как Илка. Природа. Природа-то Природа, знает, да, да. Природа они не знают, Да, природа не знаю. потому что они вообще не знают. Да. Что такое мороз? Да у вас же это москвички-то вообще не знают такой мороз. Ну, конечно, да. Конечно. Не знаю. Даже не мечтаем это молодых-то. Молодых-то. Даже фантазии нет. Фантазии Нету, даже- нету, да. Даже нет. Нету. Даже они... Один раз я интервью брали, да, вот этих молодых. Ага. Даже это Путина не знали, да. Я сказал, ёб ты, а как Путина не знает, да, ёлки-палки. Какой-то депутат. Депутат? Да. Пионеры вообще это нету, наверное. А как тут к Путину вообще относится? Путин? Да. А не знаем, мы Путин только телевизор посмотрим. А, ну то есть где-то он есть, там и есть, да? грубо говоря? Да. Понятно. Где-то есть и есть. Ну нормально, что. А в кого, каких богов вы здесь верите? Есть же у вас какая-то вера? А, нет? У нас вера тоже Война. двойная как бы. Что это такое? Баяна это... Охота это, баяна это. Охотничьи это. Ага. Ну то есть это как язычники, грубо говоря. В Не. природу. Природа верит. Ну, Да, вера это, да, язычники да. это вера в природу. Да. Вера в природу. Да, понял. А праздники какие-то есть, вот, ну как условно, как религиозные? Что? Это что такое? Что это якутский праздник? Летом. Такого не знаешь, что ли, ты-то? Нет, я не знаю. Ох ты, бля. Если бы знал бы, не спрашивал. Летом. Все-то постоянно, даже Москву, Америку тоже бывает. Да? Наши якутские. А что празднуется? Да знаешь, что там Народный праздник. Как Новый год. А, как Новый год, летом. летом бывает. Но вот у язычников, у славян, у язычников, Да. у них Новый год весной. То есть наступает Новый год. Расцветают деревья, растения там, и так далее. Наступает Новый год. Вот. И раньше всегда было, как бы Новый год отмечался весной. Не Когда- как Новый год, а это как это. Не как календарный Новый год, а как новая жизнь. Ну, Новая жизнь. летом. А мы тоже так вот. Тоже, Всех да? тоже так. Я же говорю, язычество. Да. Язычество. Да. Да, язычество. Очень большая разница сразу. Ну вот, с вами общаешься, и приятно общаться. Ну, то есть вы такие простые, нормальные, как бы, мужики. Ага. Там люди такие все там
Так, что он от меня хочет? Что-то, ну, как бы, да, как бы вот нет такого простоты общения. А, Да, вот мы разговариваем, как будто мы там, не знаю, уже давно-давно знакомы, да? а. А там нету такой вот, вот напряг, как бы, напряг. Вот, нету вот между людьми, от природы оторвали, и все, и уже нету такого вот, как бы, единения, да, человеческого. В основном это потребление. Так, какой там у тебя телефон, какая у тебя машина, там, где ты живешь, как бы. Вот, уже совершенно другие. А ты, если какие-то разные есть, да? А? У нас лягушка нету здесь. Кого? Лягушка-то. А, лягушка? А, Нету лягушек? лягушка нету надо. Яврашка тоже нету надо. У нас много нету надо. Ну, понятно, да. Ну, конечно, такие холода. Конечно, такие холода. Вот эта рыба, вот эта карась тоже нету надо. Ага. Другие рыбы у нас нет. А какая здесь рыба? Основном щука и это, налим, это, Ариус. харыш, Ариус, ага. сюрюк. Сюрюк это вы, наверное, не знаете вообще. Ну, Не видели, наверное. даже. Даже не слышал никогда. А. А кушаете как в основном? Это что, охота? Мы кушаем основное мясо. Ну, я понимаю, это охота или же просто идете покупаете? То есть охота Не, разная? охота. Охота, да? Да. Охотитесь. Ну, то есть вот в основном полностью на земле как бы. вы Ага. находитесь. А с алкоголем здесь у вас как? Алкоголь. Да, с алкоголем. Есть. Это некоторых пьют, некоторые не пьют. Потому что я когда был в Белоярске, это за Тюменью, я не помню, как называется народ, они маленькие такие, 1,40 м, 1,50 м, и олени у них тоже маленькие. Вот, но они вот прям спивающиеся нация, то есть они там все поголовно пьют и умирают, то есть как бы там по прогнозам в ближайшие несколько десятков лет уже этого народа не будет, то есть они вот как бы спиваются. И есть предположение, что это целая программа, по которой как бы, ну, в этот народ специально там дают вот водку, чтобы они спивались и умирали. Некогда сейчас молодые машины пьют. Осознанно, да, то есть понимают, как бы, что это вред. Да. Ну, здорово. Сейчас водки очень нехорошие, говорят. Ага. Я уже давно не пью. Вообще не знаю вот это вот. Ага. Раньше пила, раньше советская власть, это хорошо было, да? У нас это советская власть, Ага. когда были. То есть, когда была советская власть, было лучше. Лучше, конечно. А Русская чем? водка, самая хорошая водка. А, в этом плане. Понятно. Это самый последний водка, это Ареал был-то. Мгм. А больше я не пью. Спирт рояль. А, Ага. Ну а как жилось лучше, при Советском Союзе или в России? в Советском Союзе, конечно. Порядок, да, был? А, порядок, конечно. Деньги постоянно было, да. Мгм. В совхозе постоянно работа есть было, да. И все работники были. А Сейчас щас- безработиков много, да? Раньше, Сейчас чем в основном? раньше люди не хватали, Ага. а сейчас было, да, люди в основном не работали. Ага. А чем в основном люди живут? Чем занимаются? Здесь Да. некоторые, я не знаю, я кто-нибудь особенно не знаю. Понял. Ну вот молодежь, вот как вот, а вы как вот, ну, отсюда ехать не хотите никуда, то есть как, бы, как живете, так и живете. Пока нет. Слышишь? Конечно, куда понятно, они- да. Нет, это хорошо наоборот, это, конечно, наоборот, это хорошо. Я в Регион. Москве был, да, 3 дня. Ага. Там я только видел, там слишком много, машин много было, да? Ага. И вот это люди вот это, на, как сказать, вот так, на земле-то. Ага. Каким делом? Труба. Эту. Метро. Метро, бля, там дохуя было. Да. Нету. На улице нет одного людей. Да, да, да. А Хабаровске наоборот, на улице людей много нахуй. И машин там более-менее. Мгм. В Москве слишком много машин. Ну да, Мгм. да. М. В Москве в основном общество потребления. Потребляют. И вот одна из задач моего канала показать людям, что можно уехать не так далеко, да, там несколько часов на самолете, и вы можете просто посмотреть своими глазами, какие красоты бывают, потому что вот они смотрят там по телевизору, это же каждому доступно. Это не так дорого стоит. Ну, ты возьми, просто съезди, там, посмотри, какие еще братские народы, да, у тебя есть на твоей родине. Посмотри, какие красоты бывают, посмотри, какая кухня бывает, какие традиции бывают. Люди не хотят. Поэтому вот так вот показывают. И вот, раз кто-нибудь посмотрит, он говорит, я тоже хочу. А сейчас в связи с тем, что вот этот вирус ходит, границы закрыты, и люди стали активнее путешествовать. По России, да? Да, по России. Многие даже не предполагали, что огромное количество мест
можно посетить, вот причем вот как бы рядом с тобой, не выезжая за границу. Это здорово. Лабукрот, знаешь, наверное? Не, Озеро. Озеро большое. С чудовищем, который... не, Не слышишь? не, не слышно. Эмикон такой, блядь, здоровый это озеро. Ага. Там говорят, там... Чудовище есть. Ну, чудовище есть, что там. Чудовище? Мгм. Ага. И тут девушка, там большая это щука. Щука или А. Он где-то большой, не знаю, как акула, Мгм. говорят. Когда в лодке сидишь, одна глаза вот здесь, одна глаза вот здесь. Когда. Может быть такое. Может быть. Слишком мешает. Какая-нибудь панцирная доисторическая щука, может быть. Да, да, может быть. Я смотрел, у меня в аквариуме живут вот такие щуки. Мгм. Но они такие только из-за того, что аквариум, ну, вот такого размера. А если бы аквариум был бы еще большего размера, то они бы выросли большие. И они бывают там 3, 4, 5 метров в длину, эти щуки. И эти щуки, они не изменились со времен, доисторических времен. У них морда как у крокодила, Ага. вот, и у них как панцирь такой. Вот, такие красивые. И вот прям у них такая вот вытянутая морда, плоская, прям как крокодил, и куча зубов. Может быть, такая же щука и водится огромная. Не, большой, наверное, там это, говорят, 20 метров. 20 метров. Сейчас мы занимаемся сбором печи. Нет? Не влезает? Подожди, нет, наоборот. Сейчас давай оттуда подам, просто как-то так у нас будет. Так. Сейчас мы установим металлическую часть для того, чтобы шкуры не загорелись. И в принципе сразу затопим печку. Я сейчас подсоберу камушков на берегу, для того, чтобы у нас теплоемкость была побольше. И мы ее затопим, чтобы уже начинать греть, потому что я думаю, что разогреть внутри помещения потребуется несколько часов. Температура 60 градусов. Напомню, мы находимся на полюсе холода. Это одна из самых холодных точек нашей планеты. Холодно настолько, что трудно разговаривать. Поэтому вот эти ребята говорят очень мало, коротко и быстро. С камнями мне несказанно повезло. С камнями вообще никаких проблем нету. Но тем не менее будем выбирать ровненькие камушки, без вкраплений, трещин. Как я об этом уже рассказывал в одном из выпусков. Отличные камни. Обязательно убираем листики для того, чтобы это не начало все гореть во время нагрева и не было дыма. Камушки кладем сейчас сначала побольше, а потом заложим камушками поменьше. Посмотрев на конструкцию своей печи, я понял, что оптимально сначала будет заложить вот сюда вот маленьких камней. Поэтому идем за камнями еще раз. Сейчас наберем маленьких плоских камушков, выложим сначала бока, а потом уже будем накладывать сверху. О, красота. Прорубь замерзла, и чтобы нам купаться, необходимо ее продолбить заново.
Очень холодно. Очень холодно. Легким очень сложно дышать. Я очень надеюсь, что все получится. Я только что его прорубил. Она только что двигалась. Прошло несколько секунд, она опять замерзла. Я вам честно скажу, что у меня сейчас никакого желания прыгать в эту воду нет. Вообще ни малейшего. На улице более 15 минут работать практически невозможно, то есть начинает все замерзать, затрудняется дыхание, и в любом случае необходимо там где-то прогреться. Конечно, если бы мы были без машины, то этого, я думаю, что это практически невозможно. То есть нужна либо машина, либо нужна какая-то отдельная теплая палатка для того, чтобы работать при таких температурах минус 60. Ну и надо отдать должное ребятам, конечно, ребята большие молодцы, они очень сильно помогли. Вот. Если бы я это делал в одиночку, то это было бы значительно дольше. Ну и вообще в целом я не уверен, что это по факту бы произошло. Король Адам. Вот, ребята сказали то, что парение будет называться королевское. Ну и так как Адам является изюминкой, собственно, нашего вот этого всего задуманного, поэтому король Адам и королевское парение. В итоге, все осознав, я понял, что это, в принципе, самое экстремальное мое путешествие, самая экстремальная экспедиция и самая, в принципе, экстремальная баня, потому что минус 60 градусов это уже температура слабо совместимая с жизнью, и это уже такая прям совсем экстремальная температура, при которой как бы, в принципе, в целом можно погибнуть. И кровь из носа, она показала, как вот за считанные минуты может случиться что-нибудь нехорошее. Я надеюсь, что все-таки мы погреемся, как следует прогреемся, прыгнем в прорубь, погреемся еще разочек, а может быть и еще раз прыгнем в прорубь. Как говорится, Бог любит троицу, посмотрим, как выйдет. Но, тем не менее, делать нужно все с осторожностью и с умом. Если вы будете понимать о том, что это угрожает вашей жизни, делать, конечно, ни в коем случае этого не надо. После того, как мы пробили прорубь, через 10-15 минут уже слой льда был где-то примерно 0,5-0,7, а может быть даже и сантиметр. То есть замерзание воды происходит крайне быстро. И что такое вообще холод здесь, я вам покажу чуть позже на примере кипятка. А вы когда-нибудь видели, как делают? Доширак заваривают, вот так вот его поднимают, 3 минуты отпускают, и он стоит. Видели, да? Якутский мороз — это когда у тебя кипяток застывает прямо на глазах. И сейчас мы проведем такой эксперимент. Что вы знаете о морозах? Я очень переживаю за то, чтобы внутри удерживался пар и чтобы можно было нормально разогреться. Вчера еще посмотрел ролик, как японец сюда приезжал, купался при минус 60 и потом умер, по-моему, от воспаления легких. Конечно, это не добавило мне никакого энтузиазма. Вот. Поэтому хочется, чтобы все было, конечно, максимально безопасно. Но с другой стороны, это такое тоже своеобразное преодоление себя. Думаешь, на что ты способен,
и вообще способности человеческого тела. Вот. Красота, лепота. Посмотрим, осталось немного, скоро уже все будет ясно. Пошла кровь из носа. Получилось вот такое внутреннее убранство. Надеюсь, что у нас здесь будет хорошо сохраняться пар. За счет того, что на шкура будет сохраняться тепло, и мы сможем здесь устроить нормальную парную. Но я рассчитываю, что хотя бы разгоним градусов до 40-50. А там уже будет видно, как и что. Нам самое главное, конечно, это пар. Получить хороший от этой печурки пар и хорошенечко попариться. А сейчас, пока ребята доделывают вход, я займусь укладкой сюда камней. Так как я обморозил нос и у меня пошла кровь из носа, я решил, что все-таки здоровье, оно значительно важнее. И поэтому решил, во-первых, протестить эту маску, которую купил. И в целом сохранить не обмороженным свое лицо и в первую очередь свои легкие. И я думаю, что если я созрею на то, чтобы окунуться в проры при минус 60, балаклаву с маской я снимать с головы точно не буду. Ну и не буду, конечно же, окунаться с головой, дабы не получить какой-нибудь менингит, ну или что-нибудь пострашнее. Тестирование этой бани. Это сейчас мы затопим печь и посмотрим, как она нам согреет наше помещение. Положил довольно-таки много камней. Получилось 4 8-литровых ведра камней. Я думаю, где-то порядка килограмм, наверное, под 100. Может быть, килограмм 80 камней получилось у нас. Вот. Надеюсь, что будет достаточно, и мы сможем, самое главное, разогреть эти камни в печи. Сможем их разогреть, и они нам дадут пар. Ну что, как говорится, поехали. Обмороженное, поджигается плохо. Я надеюсь, что сейчас все будет хорошо. Настолько холодно, что бумага не хочет гореть. На такие морозы надо брать какие-то сухое горючее топливо, потому что разжигать костер крайне сложно. Дрова вроде бы на морозе вроде сухие, колятся хорошо, но при этом гореть просто отказываются. Ветки то же самое, то есть они схватываются, но тут же мгновенно тухнут. Ну, капнет крышка. Сразу же началось испарение с холодных камней, и сразу видно, как она работает неплохо. Я надеюсь, что теплоотдача от стенок, от огня на камне будет хорошая. Ну и наступил час X, когда мы будем испытывать нашу печуру, мы будем испытывать нашу баню. Значит, посмотрим на температуру. Температура сейчас здесь где-то порядка 65 градусов наверху. Я думаю, что на уровне груди где-то порядка 50 градусов. Мы еще не поддавали пар. Сейчас мы это сделаем, проверим. Но уже в целом я могу сказать о том, что наш эксперимент удался. Баня теплая, здесь можно находиться.
разница температур с наружным воздухом составляет 120 градусов. То есть у нас сейчас внутри где-то 60-65, а наружу где-то 55-60 градусов. То есть где-то 120 градусов разница температур между улицей и нашей баней. Ну что, давай попробуем поддать. Давай. Порог есть, вот он прилетел, камера запотела. Порог хороший. Мы торопиться никуда не будем, мы будем делать медленный прогрев. Вот, для того, чтобы нам хорошенечко прогреться и было желание выйти и окунуться. Поэтому начнем наш прогрев. Первое, что мы сейчас сделаем, это запарим наши венички. Отдаем парку и держим венички над парком. Появился, чувствуешь, как пахнет? Ага. Появился характерный аромат. Да. О, крепкий пар. Ага. Ох, крепкий парочек. Да, парочек сильнее, чем я ожидал. Чувствуешь, да? Да, конечно, чувствую. Да. Классно, Порочек сильнее, чем я ожидал. Сейчас будем потихонечку разогревать венички, они у нас с мороза. Ой, мороз, мороз, не морозь меня, не морозь меня, моего коня. Погнали! Аймикон! Русские не сдаются! Разница температур 120 градусов! Минус 60, плюс 60! Ты красавчик! Ты красавчик вообще! Вообще сильно, блин! Водичка для теплее, капается. Да, да. Друзья, я вам скажу одно, что мечты должны сбываться. Русские народы, живущие на территории России, должны брататься. Путешествуйте, знакомьтесь с природой нашей страны, знакомьтесь с нашими братскими народами, кайфуйте от русской бани, кайфуйте от проруби, будьте здоровы. Я надеюсь, что вы поставите массу лайков, потому что это была самая отвязная моя экспедиция. Она мне очень сильно понравилась. Тебе понравилось? Да, Это было круто, согласись. да. Подписывайтесь на мой инстаграм, на мой канал, и вы узнаете все секреты пара от паровара. Адам, а ты просто красавчик, брат. Вообще. С легким паром тебе, братишка, с легким паром. Баня это здесь вообще. Баня это вообще здесь просто. Сегодня это было просто бомба, это было божественно. Адреналин, просто адреналин. Сердце бьется, фу, просто. Ничего не понимаешь, выбегаешь, холодрыга нереальная, просто нереальная. Я думаю, что это запомнится вообще на всю жизнь, Это самая лучшая экспедиция. Подморозил пальчики себе. Болят, ноги не проходят. Сейчас воспользуюсь теплоидом. Может, отойдут. Ноги прилипли к земле. Оказалось, что горячо, а это оказалось не горячо, а холодно. Мозг не очень воспринимал. Ну и такие последствия. Надеюсь, все будет хорошо.